Всем доброй ночи. Итак, с вами продолжаем серию «Мир мертвых». Ваши вопросы. Назову я загробный мир. Не буду каждый раз повторяться, что вопросы, которые мы уже обсудили, я убираю. Чтобы по второму, третьему разу не читать. Дальше. Значит, оставлю ссылку под роликом, где нужно задавать вопрос, чтобы постоянно в разных местах не писали вопросы. Вот. Что еще? Если я что-то забыла, потом в ходе беседы напомню, скажу. Так, давайте продолжим. Уважаемый Инга, очень люблю вас и ваш канал. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Расскажу свою историю. Это было давно. Мы жили в деревне. Там 2 улицы, и разделяет их небольшая мелкая речушка. Мой сын, ему было тогда лет 12-13, решил пойти на другую улицу по мосту через реку. Время было уже позднее, темно. Он подошел к мосту и увидел нечто, очень похожее на черта. Небольшого роста, длинный хвост, очень подвижный. Нечто прыгало с моста, потом на мост. Такое часто бывает во многих рассказах, кстати. Они любят мосты, реки. Была луна, и хорошо все видно. Сын остолбенел, не мог двигаться. Сколько времени это продолжалось, он не знает. Потом все куда-то делось, и он будто очнулся и побежал домой. Через несколько дней утром там у мостика нашли утонувшую бабушку. А речка очень мелкая, чуть выше колена вода, даже мельче. Через некоторое время на берегу, недалеко от этого места, нашли женщину. Повесилась. Что это могло быть? До сих пор этот случай вспоминаем. Кстати, это видела еще одна девушка. Узнали об этом намного позже. Смотрите. Анчутки. Они рождаются в гиблых местах, в болотистых местах. Они рождаются от темных, от злых духов. Но когда пришло христианство, они всех духов причислили, значит, к бесам, к чертям. И, чертями называли хранителей чертогов. А анчуток называли черни, черные, то есть они были всегда лохматые, чумазые, черные. Детей так в шутку называли, как анчутки ходите. Так вот, оно перемешало все, и вот эти анчутки, рожденные в гиблых местах, темные, злые духи. Кстати, можете открыть мою лекцию, называется «Нечистая сила. Почему она приходит?». Там очень подробно объясняется про анчуток. Их тоже начали называть чертями. Но поскольку это более привычное название, поэтому я так иногда называю, всегда объясняя, что те чертики, к которым мы обращаемся, это всего лишь хранители чертогов, которые очень шустрые духи, которых призывали издавна для того, чтобы они помогали купцам в их купеческом деле. И эти духи, поскольку еще и оберегают природу, они рогатые изображались всегда как носители природной силы, рогатые духи. Так вот, мы теперь поговорим о тех чертях, которые анчутки, да, злых духах. Они являются, то, что ваш ребенок увидел, это не есть хорошо. Любой человек, который видел черта, у него очень сложная, тяжелая жизнь. Это всегда гонения, трудности, неудачи в любви, в семейной жизни. Бывает иногда и похуже. Это тюрьмы, ранняя смерть и прочее. Поэтому я сейчас не утверждаю именно насчет вашего сына, но то, что у него жизнь будет сложной, именно из-за того, что он увидел черта.
Ну, случайно так получилось, неважно. Потусторонний мир не любит, когда видят его. Видят в непозволительном состоянии. И за вот эти вот знания тайные наказывают. Вот когда некоторые люди очень хотят быть ведьмами, я им объясняю, что, вы знаете, за тайные знания есть плата. Очень страшная расплата. Это увечья, это годы одиночеств. Это отщепенство, изгойство, можно сказать, отчасти, потому что тебя боятся, сторонятся. Да, к тебе приходят, тебя уважают, там знают, что ты сильный человек. И все ведьмы, которые жили во все времена в этих селениях, ко всем ходили, но их боялись. Их боялись, их особо не очень хотели видеть, сторонились, приходили только, когда им нужна была помощь. Поэтому это тоже отчасти изгойство, понимаете, ты живешь обособленно. Теряешь любимых людей, потому что ты пришла в этот мир не для того, чтобы жить обычной жизнью женщины, а ты должна служить этим силам. Если ты немножко больше уделяешь внимания своей личной жизни, то могут забрать любимых людей, чтобы они не мешали тебе служить. Поэтому вот плата. К чему это рассказываю? Что за все есть плата. За любое видение потустороннего мира, запретного, следует плата. И вот это первый аспект, что он увидел, не есть хорошо. Второе, почему нашли эту бабушку? Черти морочат людей. Они приходят в виде обычных человеков. Вот я рассказываю, там есть свадьба джиннов, значит, вот и черти. Они хоть и разные духи, совершенно разные духи, но схожие моменты существуют, когда морочат. Например, женщина шла по дороге, бабушка подошла, там дочка, вот у меня дед помер вот в этом году, вот приснился, хочу его помянуть, помяни, пожалуйста, моего деда. Потянула ему, значит, ей там блины, еще что-то, сладости. Помяни, она только хотела, значит, преподнесла ко рту и сказала, что там Царствие Небесное, пусть Бог помилует. Любое, вот любую силу позовете, любую силу, они исчезают. Это такой закон. Кто-то говорит бисмиллах, кто-то говорит там с Богом, кто-то там слава богам, неважно. Они уходят. Это единственный способ их изгнать тут же. Но не все догадываются. Многие ужасаются, боятся. Иногда и с опозданием сказанное слово еще хуже может сделать. Так вот, как только она поднесла к себе, чтобы поесть и помянуть, сказала эти слова «Царствие Небесное», пусть Бог помилует его душу, что-то в этом роде, и все исчезло, и она увидела перед собой рогатое существо, страшное, и камень в руке, который она собиралась проглотить, понимаете? Вот потом нашли бы ее, что вот с камнем во рту убила себя. Как получилось, что случилось. То же самое, наверное, эту бабушку заманила эта сила. Наверное, что-то показали. Наверное, бабушке показалось, что там ребенок тонет. Она кинулась спасать и не смогла выйти, утонула. Наверное, ударили ее. Знаете, удар черта существует. Иногда бывает, что человек купается в душе и получает удар по голове, плохо становится, падает в обморок. Тут родственники услышали грохот, побежали, хорошо, что поняли, догадались, вытащили, спасли. И видят, что у нее целая там гематома на лице, ударили. Она хоть и говорит, может, я сама ударилась, но потом начинает вспоминать, что был резкий удар по лицу, и он упал в обморок. Может, так и случилось. Может, эта бабушка посмотрела вниз, показали, там якобы тонет, или человек стоит, там что-то разговаривает. Или они пришли под видом знакомые, родственницы, соседки, которые в воде. Ой, дай руку, не могу выйти. Она руку потянула, ее стащили вниз, там она ударилась о камни и утонула, даже если вода мелкая. Девушка, говорите, там
Что там с ней случилось? Еще следующее, утонула или повесилась, что там? Сейчас почитаем. Да, опять же, недалеко от этого места нашли женщину, повесилась. А повесилась, знаете, как их морочат? Ну, например, бабушка там какая-то стоит или женщина стоит, но она может выглядеть как ваша знакомая. Домой Маруся, там, Марина, Ирина. Ты чё голая ходишь? Холодно же. На, возьми мою шаль. Взяла и кинула ей на плечи. И она очухивается, видит, что она стоит на пне, и на шею забросили не шарф, а висит она. Не может спастись. Все, пенек там зашатался или был такой хрупкий, под ногами упал, и она повесилась. И почему именно в этом месте повесилась? Иногда бывает, что женщине плохо, пошла у реки плакать, а там появляется эта сила. Что с тобой происходит? Что там случилось у тебя? Почему плачешь? Она начинает рассказывать, а та говорит: пойдем, посидим, поговорим, давай я тебя укрою, плечи, сейчас простынешь. И потом она очнулась, а она вот висит, все, не может себя спасти, повесилась. Поэтому всегда будьте осторожны, даже если вам кажется подозрительным, что вас зовет, знаете, знакомый человек. У меня в детстве было такое, правда, это не именно черта я увидела. Я увидела нашего соседа, мужчину. Я еще долгое время на него злилась, думала, он меня заманивал. Хотела дома рассказать даже об этом. Потом второй раз, когда это повторилось, я поняла, что это не он. Что в его образе приходит другой человек. Ну, нечто другое. Тогда я подумала, человек. Я подумала, они похожи. Я шла домой, собрала дикую малину. Ну, нас тогда детей отпускали, никто не боялся. Мы шли там, куда только не шли. И в лес за грибами далеко. У нас там и горы, лес, и там целые эти пещеры, там скалы. Опасные места. Бабушка нас один раз прям ругала. Мы через эту реку прошли туда. Река, знаете, горная, стремительная, могла нас унести. И я собрала, значит, эту дикую малину, радостно возвращаюсь. У меня там целое ведро. И вижу его. И он говорит: ты куда, соседка, спешишь? Пойдем вот по этой дороге. Мне как раз сейчас надо зайти что-то взять, и я тебя провожу, вместе пойдем. И он мне сказал, и идет впереди, я сзади. Я чувствую какое-то ощущение, как будто неживой кто-то идет. Знаете, вот как бы сказать, как робот. Его движения неестественные. Я жутко перепугалась. Я подумала, что он либо выпил, ну, я тогда не могла анализировать, была ребенком, но я подумала, что он либо выпил, либо у него что-то плохо стало, может, у него с головой стал непорядок. Тогда ходили всякие рассказы, легенды, как люди сходят с ума, нападают на тех, кого знают. И все эти рассказы всплыли в голове. Я говорю, я сейчас приду, сейчас у меня завязалось там что-то, то есть развязалось, я так нагнулась, как будто там завязывать, и потихоньку назад убежала. Но когда там поднимаешься, эта тропинка идет таким образом через, ну, там деревья, и видно. Если там человек стоит, его видно, что ты по той тропинке идешь, по другой сверху. А внизу на той тропинке стоящий человек должен быть виден. Ну, он же не убежал вперед, ну, это ж ненормально, что взрослый мужик там побежал вперед, убежал от меня. Нет. Это было там доли секунды. Я в ту сторону повернула и увидела, что никого нету. Естественно, в ужасе прибежала домой. Ничего не стала говорить, но подозрительно начала смотреть. Они через... Даже не через ограду, а... Ну, прям рядом живут у нас. У нас там эти огороды прям рядом. И я начала подозрительно смотреть в его сторону, то есть ища подтверждение вот своим догадкам, что он ненормальный, что он что-то хотел со мной сделать.
Потом в следующий раз, когда я точно знала, что он с моим дедушкой там, они что-то делали, мастерили, он там был, этот человек, и меня попросили что-то пойти принести, я пошла в огород и увидела его там стоящего, который меня опять же заманил, сказал, пойдем, я тоже возьму, и вместе придем. И я тогда поняла, что это тут что-то не то. Это потом, через много лет, и мне, соображение, мне было где-то 11-12, наверное, да. Через много лет я сообразила и поняла, что происходит. Потому что я бегом прибежала обратно, смотрю, они мирно стоят, там что-то делают, в общем, мастерят. Они даже не поняли, что произошло. Только дед спросил, ты чего так бежишь? Я говорю, не, ничего, просто я забыла кое-что. И вот тогда я перестала на него злиться, я поняла, что это не он. То есть он даже понятия не имеет, что там кто-то его... И с того времени я детям всегда говорю, даже если это ваш учитель, ваш знакомый, вас заманивает куда-то, даже если вам не кажется, даже если это действительно он, всегда говорите, я сейчас маму предупрежу, что я к вам иду, и пойдем. Потому что я объясняю детям, что многие маньяки были, заслуженные учителя. И вот так дети выходили с ними и терялись. Вам пример Чикатило. Провожал якобы своих студентов, провожал девочку, которая его знала. И все исчезли. То есть человек, когда ты говоришь, я сейчас маме позвоню и пойдем, если у человека нечего скрывать, он сам скажет, да, конечно, я тоже скажу, что ты идешь к нам. А если человек говорит, например, ой, я вспомнил там потом тогда, то мне надо спешить, значит, у него были нехорошие намерения. Всегда учите детей. Не доверяй, даже если это твой одноклассник, даже если твой... Мы не знаем, что в душе человека. Мы не можем человека до конца знать. Мы можем жить по соседству с человеком, у него в огороде могут трупы быть закопанные, понимаете? А мы думали, что он обычный мирный мужик, безобидный. Вот о чем речь. Ваш ребенок увидел черта. И, скорее всего, он заманивал, обманывал и топил, и убивал людей вот таким образом. И, значит, в вашем роду были люди, которые защитили вашего ребенка, предки имею в виду. Значит, ваш род был настолько, сильный, чистый род хороших людей, что вашего ребенка не затронули. Они обычно трогают порченный род или людей, которые увлекаются чем-то, или людей, которые сделали... Не то, что там согрешили, но это смешно. Люди, которые сделали страшные вещи. Я знала в детстве, там у нас мужик жил, который там в советское время, 30-е годы, доносили всей семьей на всех подряд. Многих по их доносам расстреляли, отправили в Сибирь и прочее. И вот он мучился по ночам, кричал, страшно было ему под конец жизни, он боялся спать, потому что его мучили черти, так говорили. Вот, пожалуйста. Работящие, все нормально, там колхоз, совхоз, везде работали, все нормально. Так вот, чтобы сказать, что-нибудь такое отрицательное делали, нет. Но, видите, загубили жизни, и теперь расплачивались за это. Был мужчина, который своих новорожденных девочек, дочек убивал. Говорил, мне дочки не нужны. Брал за ноги, выкидывал. Одна из них только спаслась, и всю жизнь была калекой. Всю жизнь, хромала из-за того, что ударили, выкинули в сторону. И что вы думаете? В какой-то момент его буквально тащили с постели просто. Темные существа, он говорил, темные существа, меня тащат, бьют меня и тащат. Его тянули, это видела вся семья, как его тянут просто. То есть я не могу сейчас точно сказать, видели ли они этих сущностей, но то, что его тянули за ноги, просто тащили по дому. Представляете, это какая сила нужна? И как человек должен провиниться перед Вселенным, чтобы позволили так его мучить. Вот, собственно, и все. Надеюсь, мое объяснение вам прояснило многое. Так, дальше. Так. Добрый день, уважаемый Инга. Спасибо за работу. Хочу поделиться случаем, который мучает меня до сих пор. Это произошло в детстве, на каникулах у бабушки.
в деревне. Наш дом располагался близко к кладбищу. Через большое огородное поле уже забор кладбища. Наш дом стоял последним на перекрестке дорог, одна из которых вела к кладбищу, ко входу к кладбищу. Вечером сидели на лавочке с подругами возле фонарного столба около 1-12 часов. Вдруг заметили какой-то силуэт, который вышел со стороны кладбища по дороге и плавно зашел во двор заброшенного дома напротив. Мы заинтересовались, так как пройти мимо нашей собаки и быть не облаянной было невозможно. Мы подошли ближе и, вглядываясь в темноту яблоневого сада через забор, свет фонаря не доставал. В это время с другой стороны перекрестка шел сосед. Мы заставили посмотреть, подошли ближе к месту, где не было части забора, и мгновение кто-то на нас выскочил. Я ничего не помню в деталях от шока после наблюдения, как силуэт, так же, как и пришел, плавно туда же и ушел. Утром вспомнили, что силуэт был в капюшоне и без лица. Хотя мы должны были увидеть лицо. Через 2 года этот парень умер, сгорел в пожаре. Есть ощущение, что это мы виноваты, так как его туда толкали посмотреть, и он взял на себя удар. До него, может, и дотронулась, а мы стояли сзади. Дотронулся, наверное, правильно. Кто это был и как оно могло повлиять на нашу жизнь? Нет, вы не виноваты в том, что этот сосед сгорел. Скорее всего, эта сила видела, знала, что этот парень идет, и шла ему навстречу. Это вы думаете, что вы позвали его, потому что он мимо проходил. Скорее всего, он к нему навстречу и шел. Вот это его смерть и шла к нему навстречу, видя, что он идет по этой улице. Не видя, а вот запланированно эта сила шла к нему. Это смертная сила. Наверное, чтобы отдать эту энергию смерти или поставить печать, как мы говорим. Почему, например, в дом стучаться, никого нет. Открывать через некоторое время кто-то умирает в доме. Беда пришла, предупредила. Или человек видит, нечаянно сталкивается с какой-то силой потусторонней. Вот она прошла мимо, он ничего не понял, рассказывает дома, через некоторое время умирает. Печать ставит смерть, так называется. То есть он клеймо ставит, галочку. Отметил. Вот он прошел, отметил его и через некоторое время забрал. Так что вашей вины тут нету. Сущность, кладбищенская сила, смерть, стражник кладбища, как хотите. Мы не можем сейчас 100% знать, когда некоторые пишут в книгах, вот это то, а это вот явление так вот должно быть. Ну, просто смешно, реально. Как вы можете до такой степени уверенно это говорить? Можем предугадать, если после появления этой сущности случилось что-то хорошее, значит, скорее всего, это был кто-то из предков, это был какой-то хранитель, он пришел вам, принес эту радостную весть. Если после этого было плохо, значит, это сила смерти была, значит, это дух смерти был, ну, значит, еще что-то там такое было, что показало и указало конец жизни человека. Вот так вот мы можем предположить, учитывая, что после появления этой сущности произошло, а точно мы сказать не можем, особенно через много лет. И еще один момент. Никогда себя не вините ни в чьей смерти, ни в чем-то еще. Знаете, как бывает иногда? Вот подруги разминулись, или она там, например, попросила ее подругу встретить, та вышла встретить и попала в руки маньяка и пропала, и она всю жизнь себя винит, что вот если бы я ее не позвала, она бы не вышла из дома, значит, была бы жива. Нет, она бы просто умерла по-другому. Это ее время пришло, ее так забрали. Когда мы говорим, это я виновата, это я сделала, это из-за меня он погиб, это я не успела спасти, мы берем на себя функции Бога, потому что только боги определяют, когда человек родится, когда умрет, понимаете? Порча на смерть, когда говорят, ну не ты же решаешь, нет, не я решаю, но если человек перешагнул рубеж, если человек делает подлость уже не первый раз, и ты просишь о наказании для этого человека,
духи могут услышать тебя, и действительно он будет наказан, он может уйти. Опять же, они решают, но уже по твоей просьбе. Значит, не надо так доводить до этого, чтобы просили твоей смерти. Чтобы твоя смерть была избавлением от чего-то. Понимаете? Вот о чем речь. Но, когда уйдет человек, не мы решаем. Не вините себя, вы здесь ни при чем. Это к нему шла эта сила. Вот и прошла мимо вас. Вот он и увидел. Вот он и пришел к нему навстречу. Он бы без вас пошел бы к нему навстречу. Так совпало. Но вы здесь не виноваты. Так, здравствуйте, уважаемый Инга. Благодарю и так далее. Один вопрос. Я написала вам один вопрос про отчима. Теперь решила задать еще один вопрос, довольно длинный. Надеюсь, что по теме. Слушала 19-ю часть про мир мертвых, которую вы говорили про предупреждение. У меня было похожее в 20 лет. Везде и всюду видела агентство ритуальных услуг. Даже в доме, которое после не оказалось. Это было задолго до того, как я пыталась добровольно уйти из жизни. 2 года до этого мне снилась смерть, как я думала, в виде мальчика с серой кожей, с трупьями, и он мне показывал 2 пальца. Тогда во сне решила, что это 2 года до моей смерти. Почему я хотела уйти, я сама не знаю. Но у меня была трагедия в жизни. Несчастная любовь, прочее, и желание уйти было сознательным, навязчивым. О чем я сейчас очень жалею. Жалею, что пошла тогда на это. До сих пор прошло 12 лет, я живу как неприкаянно. У меня нет денег, постоянные проблемы с работой, нет личной жизни, проблемы с нервами, панические атаки. Пытаюсь как-то выбраться из этого всего. Такое ощущение, как будто меня отбрасывает назад в эту пучину. Теперь меня мучает вопрос, были ли эти агентства ритуальных услуг, что я видела, предупреждением, должна ли я была уйти тогда, или это просто мое воображение. И то, что моя жизнь не складывается, возможно, наказание за мой поступок. Простите, я вообще не поняла здесь вопроса. Никакого. И хочу попросить некую Ларису Ивановну никогда в жизни не лезть и не отвечать за меня. Значит, что за хрень вообще? Так. А вопрос... Ну, ритуальные услуги вас предупреждали, что не надо с собой такое делать. И всего лишь. А при чем здесь, влияет ли это на мою личную жизнь? Если вы хотели уйти добровольно, значит, в вашем роду уже не раз уходили добровольно. Есть печать самоубийцы и саморазрушителя. И это убирается, чтобы это не повторялось в следующих поколениях. Здесь не было вопроса. Здесь личные, а личные мы здесь не обсуждаем. Так, дальше. Последний, наверное, вопрос. Так, здесь про бабушку, которую поправляли постель, и ей показалось, что она вдруг сделала больно перед смертью ей, а вдруг там... Не думайте о всякой ерунде, правда. Какие последствия? Я подошла поправить, и она как раз через некоторое время умерла. Вы же ее не убивали. Какие последствия? Вы заботились о ней. Но если вам показалось, что там ей, может быть, было больно, ничего страшного не случилось. Ну, показалось. Ну, умирающему человеку он может и охать, и ахать, и кричать, и плакать. Не нужно на это обострять свое внимание. Так. Спасибо за ваши лекции. Много лет назад меня беспокоила одна история, произошедшая со мной лет 7 назад. На улице были сумерки, октябрь, осень. Мы жили в многоквартирном расселенном старом купеческом доме одни. Кого-то уже расселили, а кто-то умер, не дождавшись жилья. Для охраны в квартире жила моя собака. Прямо под окнами была пешеходная зона. Вы знаете, я, конечно, сейчас отвечу до конца на вопрос,
Но вот у меня прям зла не хватает, честно. Зачем вы пишете запретные слова, которые YouTube потом блокирует? Из-за этого мне сейчас пришлось вырезать одну часть ролика, потом мне нужно будет склеить. Это целая история. Вот ну зачем это надо делать? Есть слова, которые просила не произносить. Потому что YouTube блокирует просто, потом не выпускает эти выпуски. Но можно чем-то заменить. Вот, понимаете, вот просто трачу время. Сижу, отвечаю, сейчас мне нужно вырезать эту часть, потом вставлять, потом... Ну, зачем это надо было делать? Ой, прям не могу, а. Не знаю, до какого места я вырезала. Сейчас еще раз почитаю. Много лет меня беспокоила одна история, произошедшая со мной 7 лет назад. На улице были сумерки. Октябрь, осень. Мы жили в многоквартирном расселенном старом купеческом доме одни. Кого-то уже расселили, а кто-то умер, не дождавшись жилья. Для охраны в квартире жила моя собака. Прямо под окнами была пешеходная зона, где за день мимо проходили сотни горожан. И вот собака внезапно летит к окну, дико кидается. Я думала, что опять лезут воры или... Не буду это слово говорить. Я подхожу к окну и вижу перед собой невысокую, седую, крайне худую женщину, стоящую прямо под моим окном, вплотную. Нас отделяло только стекло. Женщина была с небрежно распущенными седыми волосами и яркими черными глазами. По возрасту непонятно, старуха это или человек в гриме молодой. С ней был ребенок 4-5 лет. Ребенок копался детской лопаткой возле корней дерева. Выглядело это точно так же, как сейчас. Опять это слово написано. Ищут кое-что, кое-кто. И вроде как разговаривал со вторым ребенком. Второго ребенка я не видела. Просто не стала выглядывать и разглядывать. Но их одежда бросилась в глаза. И ребенок, и бабушка были одеты в одежду 60-х годов. Бабушка что-то просила. Я откинула свою собаку от окна. Было впечатление, что передо мной умершие люди. В это время проходил молодой парень с ребенком, и он шарахнулся в сторону тоже от увиденного. Я же сказала бабке идти отсюда подальше. В моих мозгах крутилось, сами понимаете, какие мысли. Я отскочила от окна, убежала в другую комнату, но меня охватил ужас. До сих пор не знаю, правильно ли я сделала, что выгнала ее. Наверное, даже материлась от страха, точно не помню. Она вроде покушать просила, но после этого у меня в жизни пошло все не так. Я не знаю, решила сейчас у вас поискать ритуал, защиту, видео. Сейчас мы уже в том доме не живем, но у меня дикий душевный дискомфорт. И в то же время одна исчезла уверенность в себе, буквально сразу умер мой папа. Если бы эта бабушка и этот мальчик были умершие, тот человек, который мимо проходил, их бы не увидел. Видели бы их только вы. А может быть, этот человек увидел что-то другое. Вам нужно было дать этой женщине поесть. Видимо, они очень бедно жили, поэтому на ней были такие одежды старые. Не все люди, у которых старые вещи, старые одежды, и они неухоженно выглядят. Есть призраки и умершие. Но то, что ваш отец умер, умер... пришло время, умер. К сожалению, так бывает. Что теперь делать? Люди не вечны. Если бы друг за другом в семье несколько человек умерло, еще что-то случилось, другой вопрос. Могла эта бабушка что-то пожелать нехорошее, да. Допускаю, что могла пожелать из-за того, что она хотела есть, и вы ей не дали поесть. То, что собака кинулась, неудивительно, если кто-то вплотную подходит к стеклу. Естественно, собака защищает. Нет, я не вижу там умерших и не вижу проблем из-за того, что там умершие пришли к вам. С чего вы так решили? Просто бедные люди, нищие люди. Такое бывает. Откройте гардероб своих бабушек, вы и 60-х годов вещи увидите, и 30-х годов. Дальше. Благодарю за труд и заботу. Очень хочу узнать, когда по какой-либо причине раскапывают могилу, видя, что тело покойника лежат не в похоронной позе, то говорят, что похоронен был живой. Правда ли это? Если правда,
то как убедиться, что хоронишь действительно умершего, а не спящего? И правда ли, что на могилы нельзя сажать деревья, если только уж сами вырастут? Значит, первое. Когда человек разлагается, у него сначала уходят мягкие ткани, но сначала уходят полностью, значит, жидкость организма, высыхает тело. Потом мягкие ткани постепенно. И под воздействием, значит, природных различных проявлений у него могут кости в разные стороны упасть, могут и голова в сторону откатиться, имеется в виду череп. Это не означает, что он сам перевернулся. По-разному бывает. То есть в случае разложения. Иногда люди не разлагаются годами. Но если человек повернулся, если видно, что человек пытался, если ободрали, значит, внутреннюю подкладку гроба, то да, может быть, воздуха не хватало, он начал обдирать и задохнулся и умер. Это возможно, такое бывает. Но в наше время сейчас это практически невозможно, потому что умерших забирают в морг. И если человек живой, там не сразу разрезают, там делают маленький надрез на руке. Если кровь не пошла, значит, человек умер. Потому что иногда бывает летаргический сон, и люди просыпаются в морге. Такое было, и такое было и с знаменитыми людьми. Там есть свои возможности проверять, человек живой или то есть есть хоть какая-то жизнь, или он уже умер. Поэтому шанс быть похороненным живым в наше время равняется нулю. Почему? Потому что раскрывают умерших, потому что происходит вскрытие. Но, например, у мусульман не у всех, но большинство нельзя вскрывать, не трогают тело. Именно поэтому, значит, там маленькое такое окошечко в могиле, если человек вдруг очнется, чтобы ему было чем подышать и дать знаки. Раньше дежурили возле могилы для того, чтобы, если вдруг услышат какие-то звуки, могли помочь. Втыкали иногда такую длинную палку с колокольчиком наверху, что если человек живой, он может звонить и дергать. Такое бывало, люди просыпались. Хочу сказать, что Стокер, который написал про графа Дракулу, он услышал такую историю и сам пришел, познакомился с человеком, который очнулся, и после этого его то есть пришла мысль о вампирах и прочее. И вот он все это связал воедино и написал свой роман про графа Дракулу. Все знали об этом, и поэтому те люди, которые были воспитаны в этой культуре, естественно, если просыпались живые в гробу, они, помня об этом, начинали дергать за этот колокольчик и раскапывали человека и, значит, забирали. Очень страшно боялся быть живым похороненным Гоголь. И через много лет, когда эксгумировали его тело, они увидели, что, значит, он был похоронен живем, как бы перевернутый, там, разодранный. Насколько я помню, голова у Гоголя пропала. Значит, его голову не нашли. Вызывали его дух, и самое интересное, как-то и мы задавали такой вопрос. Постоянно ответ приходил: кто-то любит жрать мозги. Видимо, какая-то оккультная организация. Он состоял в таких оккультных организациях. Отсюда его поэма «Мертвые души», значит, «Хутор близ Диканьки». Но это он не так написал. Он, по-моему, написал «Рождество», что ли, в хуторе Диканька. Но когда экранизация вышла в советское время, Рождество убрали. И вот, значит, «Хутор близ Диканьки». И кто еще был захоронен живем? Сейчас уже не помню. Бетховен, по-моему, или кто-то еще из великих. Ну, такие случаи бывали, да, бывали. Бывало, что пытались ограбить. Вот на Кавказе был такой случай, когда девушка проглотила, как он там называется, наперстник, по-моему, да?
называется, когда там шьют и надевают на палец, чтобы палец не проколоть. Сейчас это, не знаю, применять или нет. И она, значит, проглотила, держала во рту, вот эта дурацкая вот привычка у женщин держать во рту там, и случайно проглотила и умерла. И поскольку она была невеста, поскольку была засватана, жених с горя не мог себе найти место, и вот надел все кольца, которых ей купил, чтобы подарить, и в этом все похоронили. И воры, зная, что там, значит, есть золото, раскопали, расхитители могил, и сняли все, а одно кольцо было впритык прям надето. Для того, чтобы вытянуть, значит, он ногу положил ей на грудь, нажал и пытался, значит, вытянуть. Видимо, когда нажал, воздух набрался, и вот это выскочило изо рта, она очнулась. Один вор умер там от разрыва сердца, другой, значит, убежал с криком. И вот люди проснулись, подошли, увидели, что она живая. Потом они нашли этого вора, подарили ему много денег. Я вот эту вот историю помню. Она выжила, она потом вышла замуж, она родила детей там, и так далее. Я сейчас не знаю, она жива или нет, но тогда она была молодая девушка. В моем детстве я это слышала. Это реальная история из реального села. Что касается деревьев. Смотря какие деревья. Вообще сажают далеко. Не прям рядом с могилой, потому что есть сорта деревьев, которые могут своими корнями перевернуть гроб. Они прям, значит, спускают вот эти корни, и там переворачивают гроб. Могут вытащить даже этими корнями своими, понимаете? Поэтому надо знать, какое дерево можно посадить возле могил. Раньше было не принято, а потом начали сажать. Сажать орешник, сажать, значит, березу, сосны сажать. Что еще у нас? Ой, все уже забыла. Ну, в общем, вот такие вот деревья, которые хоть корнями уходят, но у них такой, знаете, прямая линия корней вниз. А вот, например, дуб может перевернуть гроб. Акация может перевернуть гроб. У них другое строение корней. Поэтому надо подумать. Даже возле дома такие могучие деревья не сажают, потому что они тоже могут фундамент просто перевернуть. Там все это придется потом вырезать это дерево вместе с корнями, забрать куда-нибудь, целая история. Все, наверное, на этом. Пожалуйста, не пишите слова, которые потом, значит, ой, о чем мы говорим. Так, сейчас удалю этот вопрос. Просто из этих слов потом в Ютубе не пропускает. И вот это целая работа мне приходится делать для того, чтобы как бы можно было этот ролик беспрепятственно, значит, загрузить в Ютуб. Всем удачи и всех благ.